Всем привет и добро пожаловать на канал по изучению английского языка для начинающих. Это рубрика «Разжевательное чтение», где мы читаем вместе с вами на английском языке, разбираем значения слов и выражений, углубляемся в грамматику, которая встречается в тексте, целиком и полностью погружаемся в среду изучаемого языка. И в этом видео я вам предлагаю прочесть очень интересный рассказ, который называется «Mistaken Identity», автор его Марк Твейн. Я не буду переводить название рассказа, чтобы не раскрывать сразу все карты, поскольку тогда потеряется интрига того, что мы будем читать, и будет уже неинтересно. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить интересную информацию об английском языке, его грамматике, особенностях, и также не пропустить новые видео по чтению на английском. Ну а мы с вами начинаем. Years ago, I arrived one day at Salamanca, New York, when I was to change trains and take the sleeper. Years ago. Много лет тому назад. Здесь мы добавляем слово «много», чтобы на русском языке это выражение звучало хорошо. I arrived one day. Я прибыл one day, однажды, at Salamanca, в Саламанку, Нью-Йорк, when I was to change trains, где я намеревался. Выражение to be, to do something подразумевает, что вы намереваетесь что-то сделать вот прямо сейчас. Где я собирался to change trains, поменять поезда или пересесть просто-напросто на другой поезд, and take the sleeper, и взять поезд дальнего следования. Sleeper train или sleeper – это поезда дальнего следования. Одно и то же значение, но другое название имеет. There were crowds of people on the platform, and they were all trying to get into the long sleeper train, which was already packed. There were crowds of people. Там было скопление народу. Crowds – это толпы. On the platform – на платформе. То есть на платформе были толпы народу. They were all trying to get into. Они все старались, пытались. Were all trying написано в past continuous, то есть они все старались попасть или сесть на the long sleeper train, на поезд дальнего следования. По сути, sleeping train – это обычный плацкартный вагон, который очень на него похож, с купешками, где люди могут поспать, если хотят. Прилагательное long еще нам говорит о том, что этот поезд был очень длинный, то есть там было много вагонов. Which was already packed, который уже был укомплектован, то есть в этом поезде не было больше мест. To be packed, быть укомплектованным. I asked the young man in the booking office if I could have a sleeping berth, and he answered no. I asked the young man. Я спросил молодого человека in the booking office, в билетной кассе, if I could have a sleeping berth, могу ли я купить спальное место? And he answered no. И он ответил нет. Sleeping berth – это спальное место. I went off and asked another local official if I could have some poor little corner somewhere in a sleeping car, but he interrupted me angrily, saying, "No, you can't. Every corner is full." I went off. Я ушел, отошел, and asked another local official, и спросил другого сотрудника. Дословно local official переводится как местный чиновник, но здесь, очевидно, имеется в виду какой-то другой сотрудник билетной кассы. If I could have some poor little corner, можно или могу ли я получить какой-то poor, бедный, little, маленький corner, уголочек somewhere in a sleeping car, где-нибудь в спальном вагоне. But he interrupted me angrily, saying, но он меня прервал, interrupted, перебил, говоря, no, you can't, every corner is full. Нет, не можете. Каждый угол занят кем-то, да? Все забито. Now don't bother me anymore.
А теперь или сейчас не беспокойте меня больше. Don't bother me. Bother somebody – это кого-то беспокоить или мешать. And he turned his back and walked off. He turned his back. Он развернулся, дословно повернул свою спину. And walked off. И ушел. Здесь есть два синонима to go off и to walk off. I felt so hurt that I said to my companion, if these people knew who I was, they... I felt so hurt. Я чувствовала себя настолько обиженным, обиженным, that I said to my companion, что я сказал своему companion, спутнику. If these people knew who I was, they, если бы эти люди только знали, кто я, здесь используется сослагательное наклонение, потому что, очевидно, люди, которые с ним взаимодействуют, не знают, что это за личность. И вот это значение передается прошедшим временем в отношении к ситуации в настоящем времени. But my companion stopped me there. Но мой спутник stopped me there. Остановил меня там, то есть он его перебил. Don't talk such nonsense. We'll have to put up with this, he said. If they knew who you were, do you think it would help you to get a vacant seat in a train which has no vacant seats in it? Don't talk such nonsense. Не говори ерунды. To talk nonsense – это говорить ерунду, чепуху, того, что не может быть. We'll have to put up with this. To put up with something – это мириться с чем-то. То есть мы должны с этим смириться. He said, сказал он. If they knew who you were, если бы они знали, кто ты, do you think it would help you? Ты думаешь, это бы помогло тебе to get a vacant seat, заполучить свободное место in a train, в поезде, which has no vacant seats in it, в котором нет совсем свободных мест. This did not improve my condition at all, but just then I noticed that the porter of a sleeping car had his eye on me. This did not improve my condition at all. Это мне совсем не помогло. Дословно, это никак не улучшило моего состояния. Это меня не успокоило, другими словами. But just then I noticed. Но именно тогда, just then, и тогда-то I noticed, я заметил, that the porter of a sleeping car had his eye on me, что проводник спального вагона had his eye on me, смотрит на меня. To have eye on somebody, дословно иметь глаз на ком-то, то есть смотреть на кого-то. I saw the expression of his face suddenly change. I saw, я видел, как expression of his face, выражение его лица, suddenly change, внезапно менялось. He whispered to the uniformed conductor, pointing to me, and I realized I was being talked about. He whispered to the uniformed conductor. Он прошептал to the uniformed conductor, что-то кондуктору в форме, uniformed conductor, pointing to me, показывая на меня, имеется в виду пальцем. And I realized, и я понял, I was being talked about, что обо мне говорили. Was being talked – это пассив прошедшего времени. Пассив в past simple. Когда не мы о ком-то говорим, а кто-то говорит о нас. Поэтому здесь употребляется глагол to be в его прошедшей форме was и being talked, чтобы показать, что говорили о ком-то. Then the conductor came forward, his face all politeness. Then, затем, the conductor came forward, кондуктор подошел, потому что came forward – это подходить к кому-то, приближаться. His face all politeness. Его лицо, имеется в виду, выражало любезность, доброжелательность. Can I be of any service to you? He asked. Могу ли я вам чем-то помочь?
Могу ли я вам чем-то послужить? Сейчас это выражение не употребляется, оно достаточно формальное. В современном английском скажут Can I help you? Могу ли я вам чем-то помочь? Do you want a place in a sleeping car? Вы хотели бы место в спальном вагоне? Yes, I said. I'll be grateful to you if you can give me a place. Anything will do. Да, я сказал. I'll be grateful to you. Я буду вам очень благодарен. To be grateful – это быть благодарным. If you can give me a place, если вы мне дадите место, дословно, anything will do. Любое подойдет. Anything will do – замечательное выражение, подойдет к любой ситуации, где вы согласны с любыми или на любые условия. Anything will do. We have nothing left except the big family compartment, he continued, with 2 berths and a couple of armchairs in it. But it is entirely at your disposal. We have nothing left. У нас ничего больше не осталось, except, за исключением, the big family compartment, большого семейного купе, he continued, продолжил он, with 2 berths and a couple of armchairs in it, с 2 койками, berth – это койка или спальное место, and a couple of armchairs in it, и парочкой кресел внутри. But it is entirely at your disposal. И оно целиком, да, это купе целиком в вашем распоряжении. To be at somebody's disposal – это быть в чем-то распоряжении. Here, Tom, take these suitcases aboard. Here – это выражение, которое используется, чтобы кого-то подозвать. Here, Tom, сюда, Том, take these suitcases aboard. Возьми багаж. Aboard – это слово, которое подразумевает значение поезда, то есть возьми багаж и занеси его в поезд. Then he touched his hat and we moved along. Then, затем he touched his hat. Он прикоснулся к своей шляпе, да, то есть он ее наверняка приподнял в знак уважения. And we moved along. Move along – это пойти дальше, выражение, которое используется для обозначения ситуации, которая в чем-то застопорилась, и вот тут что-то произошло, что позволило этой ситуации продолжиться. Так что имеется в виду, что они зашли в поезд. I was eager to say a few words to my companion, but I changed my mind. I was eager. To be eager – это очень хотеть что-то сделать. Да? Я жаждал to say a few words, сказать пару слов моему спутнику, but I changed my mind. Но я передумал. To change somebody's mind – это передумать. The porter made us comfortable in the compartment and then said with many bows and smiles, Now, is there anything you want, sir? Because you can have just anything you want. Проводник made us comfortable, дословно сделал нас комфортными, но на самом деле он позаботился о том, чтобы нам было комфортно. In the compartment, в этом купе, and then said with many bows and smiles, и затем сказал с множеством поклонов и улыбок, Now, is anything you want, sir? Что-нибудь еще, сэр, или хотите ли вы что-то еще, сэр? Because you can have just anything you want. Потому что вам дадут все, чего бы вы ни захотели. Can I have some hot water? I asked. Можно мне немного горячей воды? Спросил я. Yes, sir. I'll get it myself. Конечно, да, сэр. Я принесу ее сам. I'll get it myself. Good. Now, that lamp is hung too high above the berth. А теперь, that lamp is hung, эта лампа, is hung, висит. Is hung – это тоже выражение, которое в пассиве, то есть ее повесили, эту лампу, too high above the berth, слишком высоко над кроватью. Can I have a better lamp fixed just at the head of my bed, below the luggage rack, so that I can read comfortably? Можно ли мне to have a better lamp fixed,
какую-то другую лампу, да, или как-то ее зафиксировать, как-то ее установить, эту лампу, at the head of my bed, над изголовьем кровати, head of the bed, это изголовье кровати, below the luggage rack, под полкой багажа, то есть под багажной полкой, so that I can read comfortably, так, чтобы я смог читать с удобством, да? Чтобы мне было удобно читать. Yes, sir. The lamp you want is just being fixed in the next compartment. Да, сэр. The lamp you want. Лампу, которую вы хотите, is just being fixed in the next compartment. Только что установили в другом купе. I'll get it from there and fix it here. Я заберу ее оттуда and fix it here. И прикручу, да, повешу ее сюда. It'll burn all night. Она будет светить всю ночь. Yes, sir. You can ask for anything you want. The whole railroad will be turned inside out to please you. And he disappeared. Да, сэр. You can ask for anything you want. Вы можете попросить все, что хотите. The whole railroad will be turned inside out. Выражение to be turned inside out – это перевернуться что-то вверх тормашками, либо встать на уши, да, вся железная дорога, весь поезд встанет на уши или сделает все, что вы хотите, to please you, чтобы вам было хорошо, да, чтобы вам угодить. Please somebody – это угодить кому-то. And he disappeared. И он исчез, то есть ушел. I smiled at my companion and said, Well, what do you say now? Didn't their attitude change the moment they understood I was Mark Twain? I smiled at my companion. Я улыбнулся своему спутнику и сказал, Well, what do you say now? Так, ну и что ты сейчас скажешь? Didn't their attitude change the moment they understood I was Mark Twain? Не изменилось ли их отношение, attitude, отношение, в тот самый момент, когда они поняли, что я был Марк Твен, или что я Марк Твен? You see the result, don't you? Ты видишь результат, не правда ли? Don't you, не правда ли? My companion did not answer. Мой спутник не ответил. So I added, Don't you like the way you are being served? And all for the same fare. Не нравится тебе, что ли? The way, тот способ, та манера, you are being served, с которой к тебе относились. To be served это обращаться с кем-то. And all for the same fare. И все это за одну и ту же плату. То есть и вот этот человек, да, Марк Твейн, он пишет о себе, заплатил одну и ту же стоимость за купе. И другие люди, которые были в другом купе, заплатили то же самое, но отношение к ним разное. Fare – это цена или тариф. As I was saying this, the porter's smiling face appeared in the doorway, and this speech followed. Oh, sir, I recognized you the minute I set my eyes on you. As I was saying this, в то время, как я говорил это, the porter's smiling face appeared. Лицо или улыбчивое лицо кондуктора appeared. Появилось. После слова porter имеется апостроф и s. Это притяжательный падеж. Когда к какому-то лицу мы присоединяем апостроф и s, то другое существительное, которое за ним следует, как бы притягивается к первому. Оно ему принадлежит. То есть, чье улыбчивое лицо? Лицо кондуктора. То же самое. My mother's car. Чья машина? Car. Моей мамы. Мамина машина. In the doorway. В дверном проеме.
And this speech followed. И дальше он сказал, speech followed. Последовала такая реплика. Oh, sir, I recognized you the minute I set my eyes on you. Я вас узнал, recognize, узнать кого-то. The minute, в ту минуту, в ту самую минуту, I set my eyes on you. Как только я на вас посмотрел. To set eyes on somebody – это посмотреть на кого-то. I told the conductor so. Я сказал это кондуктору. Is that so, my boy? Это так, мальчик мой? Ну, очевидно, что он был молод, да, тот кондуктор, который с ним говорил. Проводник, вернее, не кондуктор, а проводник. I said, handing him a good tip. Сказал я, передавая ему a good tip, хорошие чаевые. Tip – это чаевые. И hand something – это передавать кому-то в руки, потому что hand – это рука в другом значении и в другой части речи. Who am I? Кто я? Mr. McClellan, mayor of New York, he said and disappeared again. Мистер Макклеллан, мэр Нью-Йорка, сказал он и снова исчез. Мне очень нравится, как Марк Твен заканчивает свои рассказы ноткой недосказанности, потому что ситуация уже стала понятной, и теперь, наверное, вам понятно значение названия самого рассказа Mistaken Identity. Как вы думаете, как будет переводиться это выражение? Если есть какие-то идеи, то напишите свои варианты в комментариях. И в самом деле мэр Нью-Йорка, да, мистер Макклеллан и Марк Твен, они были современниками, только вот мэр Нью-Йорка был немного постарше, чем Марк Твен. Вполне возможно, что это какая-то действительно реальная история, которая произошла с писателем. На этом наше видео заканчивается. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, оно было вам полезным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали.